И всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, канала Нурлагон, и у нас случилось неприятное событие. Дело в том, что я записывал 7-ю серию, честно, вот, но когда начал ее выкладывать, я по ошибке использовал видео 6-й серии, а 7-ю спокойно удалил. Вот, и, соответственно, восстановить ее уже никак нельзя. Но я нашел сохранение, которое, ну, более-менее хотя бы возвращает назад. Потому что там уже 8-я серия, по-моему, наготове. Короче, что я делал в 7-й серии, да? 7-я же, по-моему. Я от дома нашей правительницы отправился, собственно говоря, в другую деревню. И на этом все. И поговорил с главой другой деревни. Вот, чем этот разговор закончился, я вам расскажу, когда к нему приеду. А сейчас вам просто покажу, ну, собственно говоря, мой путь, как я туда добирался. Посмотрим на местные красоты. Я не знаю, из чего получится эта серия, из говна и палок, наверное. Просто, ну, все, что, наверное, интересное, я уже открыл для себя здесь. Но, может быть... Все время забываю, что эти штуки можно ломать. Может быть, мы что-то все-таки найдем интересное. Единственное, что именно в этой серии и монстры. Именно в этой серии я увидел нового монстра. Это, ну не знаю, я его называю таракан, но это не таракан, это даже не знаю кто. Ну, сейчас увидите, и мы определимся, кто это. Давайте, что ли, степи изучим. Видели, да, там не прогрузилась текстура земли, были только висящие в воздухе деревья. Я уже не раз говорил, и в следующих видосах и здесь повторю, что вот эта вот история правой кнопкой мыши ускорение коня, это просто, не знаю, это бред, кто его придумал. Вот, кстати. Ты что, напасть на меня вздумала? Обезьяна. Один удара нету. Так, возвращаемся на маршрут. Блин, носорог. Ни разу с ним еще не дрался, но пока что-то не хочется. Кто-то страусов порубил, наверное, я. Вот, собственно, когда я скакал, я набрел на вот этот домик, там можно было что-то облутать. И, по-моему, именно здесь я нашел кожаный доспех. Давайте-ка мы чекнем этот момент. Да, вот кожаный доспех у меня есть. По-моему, что-то я уже сам забыл, где его находил. По-моему, здесь я его находил. Давайте посмотрим вообще, что это за дом. Ну, похоже на какую-то, не знаю, мастерская, скорее всего, какая-то была. Нет, скорее всего, я броню не здесь находил. Где-то в другом месте. Я здесь даже ящиков не вижу, которые можно вскрывать. Вот, но зато здесь есть портал. Здесь есть портал, мы им можем воспользоваться. Залезай. Хватит тебе легаться. И где-то здесь у нас вот эти монстры. И уж дюжи они сильные. То есть я в ближнем бою так его завалить и не смог. Мне пришлось использовать лук. Тут ничего не спрятано? Да вроде нет. Джентльмен и монстры. Что за дебильная фраза? Джентльмен и монстры. В каком, во-первых, месте он джентльмен? И, ну, как бы монстры, ну... Вепрь это монстр, страус это монстр. Ну, то есть... не впопад какую-то фигню говорит наш главный герой. А не помню, я здесь катался, нет?
Да, по-моему, я здесь смотрел, увидел, что там обрыв, и понял, что нифига тут интересного и нет. Хотя, может, я ошибаюсь. Найден вход в подземелье. Слушайте, я не находил его до этого. А где он? А, вот он, смотрите-ка. Надо будет сюда вернуться. Потому что у меня сохранение есть уже более свежее. Это я то, что сейчас мы здесь катаемся, сохранять не буду. Но я потом сюда вернусь. Давайте поищем приключения в этой серии. А, кстати, вон уже и деревушка видна. Так, надо монстряку найти, с кем-нибудь посражаться надо. Есть Ух кто? ты. Нет. Вроде помечает как врага кого-то, но я никого не вижу. Он грифа, что ли, помечает? А, вот он. Вот она, эта тварь. Так, спускаемся. Очень опасный монстр. Гигантский муравей. Благо, что он медленный, как незнамо кто. Ах ты, ублюдок. Ух ты, пробил мой блок, смотрите-ка. Ах ты, ублюдок. Так, а интересно, он может мне крит урон нанести? Давай чуть полечимся. Способом, который мне подсказали. Отбеги и подожди. Так. Вообще очень похоже на рад таракана из Fallout, как по мне. А, и там, кстати, муравьи же были, да, и огненные, и всякие. Ха-ха, богато. В этот раз он как-то умер быстрее. Мне казалось, я до этого его тяжелее мочил. И падает с него у нас мозг муравья. У меня таких уже 4. То есть я уже 4 замочил в свое время. Так, ну вот про пещеру надо не забыть, слушайте. Там еще есть одна пещера прям по дороге, называется Нора. Я не знаю, я уже проехал ее, нет? В нее и не заходил, не знаю, что там вообще есть. Так что тоже будем вместе потом это исследовать. Делом. Ах ты, ублюдок. Да вы задолбали какахами кидаться. Маленькие стервозины. Слушайте, а это что за место? Я его тоже пропустил. Или нет? А, видимо, я просто мимо проехал, даже не обратил на него внимания. Окей. Так, не, нора у нас, значит, дальше где-то. И вообще, судя по названию, это похоже на какой-то... Как это правильно выразиться? На какой-то... Какое-то пристанище воров. Да, еще один брошенный дом. Может быть, здесь я находил? Да, кажется, я его здесь находил. Ух ты. Тут же пусто. Не могу сейчас вспомнить, но, короче, я облутал вот эти 2 сундука. Вот, и больше здесь ничего интересного нет. Ну, хотя бы 2 сундука. Так, поскакали. Вот, еще А, вот, кстати, нора впереди. В той деревне, в которой я направляюсь, там как бы по сюжету деревня закрыта для меня, пока я там не выполню квест главного начальника.
Вот, но по какой-то причине я могу сам ее открыть. То есть это какой-то баг, я не знаю. Вот, мы добрались до Хальхима. Вот здесь я помню, ставил свою лошадку. Стой, 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 стой. Ой. Так, и дом главаря этой местной общины вот здесь. Короче, что он нам говорит, что он не хочет продавать еду, все такое. Вот, но он типа предложил нам пари. Если я смогу пройти испытание, то я смогу принять участие в гонках конокрадов. И если я выиграю на этом испытании, на этой гонке, то тогда он передаст мне свой пост. Вот, а чем все это закончилось, вы увидите тогда в следующей серии, где я буду выполнять уже непосредственно само посвящение и гонку конокрадов. Так, ну и напоследок, что я хочу вам показать. В деревне со мной никто пока говорить не хочет. Тут есть энтомолог, есть какой-то чувак, который говорит очень странную фразу на пирсе. Мы сейчас к нему подойдем. А может и нет. Нет, я в тот раз, помню, не смог к нему подойти, поэтому не буду. Есть вот торгаш. Вот этот мужик. А, он со мной не говорит, я вспомнил. Да со мной тут, по-моему, никто не говорил. А, да, и вот этого мужика я назвал Аладдином. Не знаю почему. Блин, он опять сыт. Сволочь. Он уже до этого ссал при мне. Как раз в той серии, которая пропала, поэтому можно даже сказать ему спасибо, что он на бис нам повторил. Спасибо. Спасибо. Больше, больше санины. Для истории, для потомков. Так, тут у нас, я не помню, кто это такой. А вот это энтомолог, и у него должно быть какое-то задание, но он с нами пока говорить не хочет. Ну и в принципе все. Здесь вот такая небольшая рыбацкая деревушка. Всего сколько домов? От силы 5. И то это даже нельзя назвать домами. А вдалеке у нас вон такая вот... Вон такая вот. Такой, короче, маяк. Оговорочки по Фрейду уже пошли. Вот маячок у нас. И там кто-то сидит. Какая-то женщина. Сейчас у меня карта есть же. Селена. Вот как к ней попасть, я пока не понял. И в следующей серии я тоже пока к ней не буду пробовать. Возможно, просто тупо вплавь надо. Но я не знаю. В общем, такая серия получилась немножко спонтанная, немножко странная. Вот, но, по крайней мере, мы увидели, как доехать до Хальхима, увидели сам Хальхим, увидели огромные термитные вот такие вот кучи. Нашли, кстати, новую локацию, которую я до этого не находил, так что надо будет ее открыть по новой. Вот такие дела, ребятки. А на этом все. Спасибо за внимание. Пошел выкладывать этот видос. Всем хорошего настроения, всем аривидерчи.